Урок 1. Оценка искусства. В зависимости от картины, посещение художественной галереи кажется идеальным занятием на выходные. Не могу не согласиться с этим. Изучение разных стилей искусства может вдохновлять и заставлять задуматься. Совершенно верно. Это позволяет нам погрузиться в разные точки зрения и интерпретации. Искусство уникально пробуждает эмоции и пробуждает творческие способности. Это правда. Удивительно, как одна картина может передать множество сообщений. Каждый мазок кисти и выбор цвета вносят свой вклад в общее впечатление от произведения искусства. Интересно наблюдать за тем, как художники используют различные техники для выражения своих идей. Совершенно верно. Некоторые художники предпочитают реалистичные изображения, в то время как другие используют абстрактные формы. А есть те, кто экспериментирует с нетрадиционными материалами и нетрадиционными методами. В этом прелесть искусства, нет границ и ограничений. Художественное выражение предоставляет безграничные возможности и индивидуальную интерпретацию. Интересно видеть, как разные люди воспринимают одно и то же произведение искусства и воспринимают его. Искусство может стать мощным средством инициирования разговоров и диалога. В самом деле, это побуждает нас задавать вопросы, размышлять и изучать новые перспективы. Мне интересно узнать об историческом контексте и предыстории знаменитых произведений искусства. Понимание культурного и исторического значения добавляет еще один уровень оценки. Совершенно верно. Это углубляет наше понимание и позволяет понять намерения художника. Посещение художественной галереи также дает возможность поддержать местных художников и их работы. Это важный момент. Поддержка художников способствует творчеству и культурному разнообразию. Кроме того, это возможность открыть для себя новые таланты и увидеть эволюцию искусства. Художественные галереи часто организуют специальные выставки и мероприятия, которые еще больше обогащают впечатление. Посещение лекций и мастер-классов художников может дать представление о творческом процессе. Всегда приятно слышать мнения артистов и узнавать об их вдохновении. Совершенно верно. Это все равно, что заглянуть в их творческий путь. Искусство также может служить формой расслабления и снятия стресса. Занимаясь искусством, мы можем отвлечься от повседневной рутины и погрузиться в красоту. Вот почему многие люди находят утешение и вдохновение в создании произведений искусства самостоятельно. Будь то живопись, скульптура или любая другая форма, искусство может быть полноценным и терапевтическим занятием. Искусство действительно способно трансформировать и обогащать нашу жизнь бесчисленными способами. Урок 2. Служба поддержки клиентов. Если у вас возникли проблемы с покупкой, важно немедленно обратиться в службу поддержки. Они помогут вам решить эту проблему. Это хороший совет, Джон. Служба поддержки клиентов готова помочь нам и обеспечить положительные впечатления от покупок. Совершенно верно. У них есть опыт решения любых проблем или опасений, которые могут у нас возникнуть. Приятно знать,
что есть преданная своему делу команда, готовая помочь нам. Обращаясь в службу поддержки, полезно предоставить все необходимые сведения о проблеме. Да, чем больше у них информации, тем лучше они могут понять проблему и помочь в ее решении. Четко и кратко объясните проблему и не забудьте указать свой заказ или номер счета. Отличное замечание. Включение соответствующих сведений поможет им быстро найти вашу информацию. Представители службы поддержки клиентов обучены справляться с различными ситуациями, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним за советом. Они могут предоставить пошаговые инструкции или предложить альтернативные решения проблемы. При общении со службой поддержки важно сохранять спокойствие и вежливость. Да, поддержание уважительного тона помогает наладить позитивный и конструктивный разговор. Если проблема сложная или требует дальнейшего изучения, они могут попросить уделить ей некоторое время. В таких ситуациях главное– терпение. Предоставление им необходимого времени свидетельствует о понимании и сотрудничестве. Многие компании предлагают несколько каналов связи со службой поддержки клиентов, таких как телефон, электронная почта или чат. Выберите канал, который вам наиболее удобен или который обеспечивает самый быстрый ответ. Некоторые компании даже имеют специальные приложения для поддержки клиентов или учетные записи в социальных сетях для более быстрой помощи. Это удобно. Это позволяет нам взаимодействовать со службой поддержки клиентов в соответствии с нашими предпочтениями. При взаимодействии со службой поддержки важно вести учет ваших разговоров. Делать заметки или сохранять переписку по электронной почте может быть полезно для дальнейшего использования или в случае каких-либо недоразумений. Если первое обращение в службу поддержки не помогло решить проблему, не стесняйтесь передать ее руководителю или менеджеру. Это хорошее замечание, Джон. Представители более высокого уровня могут иметь дополнительные ресурсы или полномочия для решения этого вопроса. Помните, что служба поддержки всегда готова помочь вам. Они хотят, чтобы вы остались довольны как ценным клиентом. Это правда. Их цель– найти решение, отвечающее вашим потребностям и позволяющее решить любые проблемы. Поэтому, если у вас возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов и обращаться к ним за помощью. Инициатива связаться с ними показывает, что вы цените свой клиентский опыт. Безусловно, Анна. Давайте не будем забывать использовать обслуживание клиентов как ценный ресурс при необходимости. Урок 3. Советы по организации дома. Я стараюсь лучше обустроить свой дом. У тебя есть какие-нибудь советы, Анна? Безусловно, Джон. Один из эффективных советов– убрать беспорядок и избавиться от вещей, которые вам больше не нужны или которыми вы больше не пользуетесь. В этом есть смысл. Удаление ненужных предметов может освободить больше места и упростить организацию. Еще один полезный совет– отведите каждому предмету отведенное место, чтобы избежать беспорядка. Таким образом, наличие определенного места для всего упрощает поиск вещей и поддержание порядка. Именно так. Вы можете использовать этикетки или контейнеры для хранения, чтобы предметы были организованы и легко доступны. Мне нравится идея маркировки.
Это добавляет ясности и помогает быстро идентифицировать содержимое каждого контейнера. Использование вертикального пространства также является отличным способом максимально увеличить объем хранения в небольшом доме. Это правда. Установка полок или использование подвесных органайзеров помогут освободить ценную площадь пола. Еще один совет – составьте график уборки и организации, чтобы всегда быть в курсе задач по техническому обслуживанию. Таким образом, выделение определенного времени на уборку и организацию гарантирует, что все будет в порядке. Также важно регулярно проверять и пересматривать свои вещи, чтобы избежать ненужного накопления. Это хорошее замечание. Периодическая оценка того, что у вас есть, может помочь сохранить организованное жилое пространство. Инвестиции в функциональную мебель со встроенными местами для хранения вещей могут изменить правила организации дома. Мебель двойного назначения, например, пуфики со скрытым местом для хранения вещей, может оказаться очень полезной. При организации лучше начинать с одной области за раз, а не пытаться решать все сразу. Разбивка задачи на более мелкие и управляемые части упрощает процесс. Вы также можете привлечь членов своей семьи и назначить каждому конкретное задание. Вовлечение всех способствует формированию чувства ответственности и требует командной работы. Еще один совет – используйте цифровые инструменты и приложения для организации документов и важной информации. Отличная идея. Переход на цифровые технологии позволяет сэкономить физическое пространство и сделать информацию легкодоступной. Наконец, сохранение привычки ежедневно убираться, даже в течение нескольких минут, может иметь большое значение в долгосрочной перспективе. Таким образом, ежедневное выделение нескольких минут на уборку помогает предотвратить накопление мусора. Безусловно, Джон. Когда речь идет о домашней организации, главное – это постоянство. Спасибо, что поделились этими ценными советами, Анна. Мне не терпится начать их внедрять. Урок 4. Рекомендация местного ресторана. Да, прямо за углом есть отличный местный ресторан. Здесь подают вкусную еду. Звучит интригующе, Джон. На какой кухне они специализируются? Это уютный итальянский ресторан с большим выбором блюд из пасты и восхитительной пиццы. Я фанат итальянской кухни. Есть ли у них какие-нибудь замечательные блюда, которые вы бы порекомендовали? Обязательно попробуйте их домашнюю лазанью. Она насыщенная, ароматная и тает во рту. Обожаю лазанью. Я обязательно добавлю это в свой список, когда зайду в ресторан. На десерт у них также есть фантастический тирамису. Это идеальный способ закончить трапезу. Тирамису – один из моих любимых десертов. Мне не терпится побаловать себя их версией. В ресторане царит теплая и уютная атмосфера, что делает его отличным местом для уютного ужина. Звучит прекрасно. Нужно ли бронировать столик или обычно можно найти столик? Желательно бронировать столик, особенно в часы пик. Приятно это знать. Я обязательно позвоню заранее и забронирую столик для моего визита.
Персонал ресторана дружелюбный и внимательный, обеспечивает отличное обслуживание. Отличный сервис всегда улучшает гастрономические впечатления. Это добавляет общего удовольствия. Цены тоже разумные, учитывая качество и размеры порций блюд. Это плюс. Всегда приятно найти ресторан с хорошим соотношением цены и качества. В ресторане также представлен прекрасный выбор вин, которые дополнят вашу трапезу. Я ценю хорошее сочетание вин. Это добавляет еще одно удовольствие от ужина. Кроме того, иногда в них звучит живая музыка, что еще больше усиливает атмосферу. Живая музыка создает прекрасную атмосферу. Похоже, это восхитительное место для ужина. В целом, это скрытая жемчужина, которую любят местные жители, и я уверен, что вам она тоже понравится. Спасибо, что поделились этой рекомендацией, Джон. Мне не терпится попробовать этот местный ресторан. Добро пожаловать, Анна. Уверена, вы получите незабываемые впечатления от ужина там. Урок 5. Рассвет и утренняя рутина. Восход солнца– это всегда прекрасное зрелище. Это заряжает меня энергией на предстоящий день. Согласен, Джон. Наблюдение за восходом солнца может стать умиротворяющим и вдохновляющим началом дня. Кстати, об утрах, есть ли у вас утренние распорядки, которые помогут вам начать день? Безусловно, Джон. Я всегда выпиваю стакан воды, как только просыпаюсь. Увлажнение утром– отличный способ восстановить силы и увлажнить организм. Мне также нравится заниматься легкой растяжкой или йогой, чтобы разбудить мышцы и повысить гибкость. Стретчинг– отличный способ улучшить кровоток и подготовить тело к новому дню. Я считаю, что несколько минут упражнений на глубокое дыхание помогают мне успокоиться и сосредоточиться. Упражнения для глубокого дыхания, безусловно, помогут сформировать позитивный и сосредоточенный образ мышления на весь день. Еще одна важная часть моего утреннего распорядка– питательный завтрак. Сбалансированный завтрак обеспечивает энергию и питательные вещества, необходимые для правильного начала дня. Я стараюсь включать фрукты, цельное зерно и белок в свой завтрак, чтобы полноценно поесть. Похоже, это полезный и питательный способ подпитывать организм по утрам. Я также стараюсь пересмотреть свой список дел и расставить приоритеты в задачах на предстоящий день. Планирование и организация задач помогут вам сосредоточиться и продуктивно работать в течение дня. Да, наличие четкого плана помогает мне не сбиваться с пути и достигать поставленных целей. Считаете ли вы, что постановка целей или намерений на день помогает сохранить мотивацию? Безусловно, Джон. Постановка небольших целей или намерений помогает мне сохранять мотивацию и чувство цели. Отличный подход. В повседневной жизни важно иметь целеустремленность и целеустремленность. Наконец, я стараюсь посвятить несколько минут благодарности, размышляя о том, за что я благодарна. Практика благодарности– прекрасный способ развить позитивный настрой и начать день с благодарности. Не могу не согласиться, Джон. Выражение благодарности задает позитивный тон на весь оставшийся день.
Я учту это и постараюсь включить некоторые из этих утренних распорядков в свой распорядок дня. Отлично, Джон. Уверен, они помогут вам начать день на позитивной ноте. Спасибо, что поделились советами по утреннему распорядку дня, Анна. Я с радостью попробую их. Урок 6. Правила бронирования и отмены бронирования. При бронировании гостиничного номера важно знать правила отмены бронирования. Безусловно, Джон. В некоторых отелях действуют строгие правила отмены бронирования, особенно в часы пик. Это правда. Если вы отмените бронирование за несколько дней до даты заезда, возможно, вам придется заплатить полную стоимость. Отмена бронирования в последнюю минуту может обойтись довольно дорого. Я всегда перепроверяю правила отмены бронирования перед бронированием. Это разумный подход. Лучше узнать об этом заранее, чтобы избежать неожиданностей. Что делать, если возникнет чрезвычайная ситуация и мне придется отменить подписку в кратчайшие сроки? Будет ли с меня по-прежнему взиматься плата? Это зависит от политики отеля. Некоторые отели могут отказаться от платы за отмену бронирования в экстренных случаях. Приятно это знать. Обнадеживает проявлять гибкость в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Всегда полезно напрямую связаться с отелем, если у вас есть какие-либо опасения или вопросы по поводу политики отмены бронирования. Я учту это. Любые сомнения лучше уточнить непосредственно у персонала отеля. Кроме того, некоторые отели предлагают гибкие варианты бронирования с бесплатной отменой бронирования за определенный период до даты заезда. Это отличный вариант, особенно если ваши планы путешествий неопределенны или могут быть изменены. Однако важно отметить, что в пиковые туристические сезоны или популярные мероприятия эти гибкие варианты могут быть недоступны. Понимаю. В периоды высокой загруженности очень важно заранее планировать и бронировать билеты заранее. Еще один совет – рассмотрите возможность бронирования через туристические веб-сайты, предлагающие гибкие правила отмены бронирования. Это полезное предложение. Это дает вам больше возможностей и снижает риск штрафов за отмену бронирования. Также стоит проверить, предоставляет ли отель какие-либо скидки или специальные тарифы при бронировании с невозвращаемой оплатой. Это может быть хорошим вариантом, если вы уверены в своих планах на поездку и хотите сэкономить. Однако будьте осторожны при выборе бронирования с невозвращаемой оплатой, так как вы не сможете его отменить или получить возмещение. Понимаю. Бронирование с невозвращаемой оплатой может стать отличным способом сэкономить, но вы должны быть уверены в своих планах. Именно так. Всегда разумно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение. Спасибо, что поделились этими ценными советами, Джон. Важно знать правила бронирования и отмены бронирования. Добро пожаловать, Анна. Я рада, что смогла помочь. Помните, что хорошая информированность обеспечивает более комфортное путешествие. Я обязательно учту это при будущих бронированиях. Все дело в том, чтобы делать осознанный выбор. Безусловно, Анна. Счастливого путешествия и пусть ваши будущие бронирования будут беспроблемными. Урок 7. Этикет масок. Очень важно никогда не забывать маску, когда вы выходите на улицу. Безусловно, Джон.
Куда бы я ни пошла, я всегда ношу маску с собой. Это ответственная привычка. Ношение маски помогает защитить себя и других. Очень важно соблюдать этикет масок и правильно их носить, закрывая нос и рот. Действительно, неправильное ношение маски противоречит ее назначению. Она должна полностью закрывать лицо. Я заметила, что некоторые люди носят маски под носом. Важно напоминать им о правильном использовании. Ты права, Анна. Вежливое напоминание другим о правильном использовании масок поможет создать более безопасную среду. Если кто-то забудет маску, рекомендуется предложить ему запасную, если у вас есть дополнительная. Это добрый жест. Мы должны заботиться друг о друге и помогать друг другу оставаться в безопасности. С другой стороны, если вы забыли маску, лучше избегать людных мест или рассмотреть возможность покупки одноразовой маски. Безусловно, Анна. Всегда лучше подготовиться и иметь запасной план. Я также видела людей в масках с клапанами. Важно отметить, что маски с клапанами не так эффективны в предотвращении распространения вируса. Это хорошее замечание. Для лучшей защиты рекомендуется использовать маски без клапанов. Также важно регулярно стирать многоразовые маски для поддержания чистоты и эффективности. Регулярное мытье обеспечивает гигиеничность маски и предотвращает накопление бактерий. Я обнаружил, что полезно иметь небольшую сумку или чехол для хранения маски, когда она не используется. Отличная идея, Анна. Благодаря этому маска остается чистой и легкодоступной при необходимости. Кроме того, важно дезинфицировать руки до и после прикосновения к маске. Правильная гигиена рук имеет решающее значение для предотвращения распространения микробов, особенно при обращении с маской. И давайте не будем забывать, что маски не заменяют социальное дистанцирование. Мы по-прежнему должны соблюдать безопасное расстояние от других людей. Безусловно, Анна. Для максимальной эффективности ношения маски следует сочетать с другими профилактическими мерами. Спасибо за обсуждение этикета масок, Джон. Важно, чтобы все мы вносили свой вклад в обеспечение безопасности. Добро пожаловать, Анна. Будьте в безопасности и помните, что ношение маски– простой, но эффективный способ защитить себя и других. Урок 8. Маркетинг влияния. Задумывались ли вы о влиятельном маркетинге? Это может значительно повысить узнаваемость и охват бренда. Безусловно, Джон. Маркетинг влияния стал мощным инструментом в современную цифровую эпоху. Инфлюенсеры имеют лояльных поклонников и могут эффективно продвигать продукты или услуги своей аудитории. Это правда. Сотрудничество с влиятельными лицами позволяет брендам использовать их влияние и доверие. Важно выбирать влиятельных лиц, чьи ценности соответствуют бренду и целевой аудитории. Определенно. Аутентичность и актуальность– ключевые факторы успешного партнерства с влиятельными лицами. Исследование и проверка потенциальных влиятельных лиц могут помочь убедиться, что идея бренда соответствует идее бренда.
Взаимодействие с микровлиятельными лицами также может быть полезным, поскольку у них часто очень заинтересованная и узкая аудитория. Микровлиятельные лица могут предложить более целенаправленный подход и повысить уровень вовлеченности аудитории. Кроме того, у них обычно более личные отношения со своими подписчиками, что может привести к повышению конверсии. При работе с влиятельными лицами крайне важно установить четкие цели и ожидания. Установление измеримых целей помогает отслеживать эффективность маркетинговых кампаний влиятельных лиц. И не забывайте отслеживать эффективность и результативность сотрудничества для принятия решений на основе данных. Налаживание долгосрочных отношений с влиятельными лицами также может быть полезно для постоянного продвижения бренда. Поддержание открытого общения и оказание поддержки влиятельным лицам могут способствовать развитию позитивных партнерских отношений. Предложение уникальных скидочных кодов или партнерских программ может стимулировать влиятельных лиц и стимулировать продажи. Сотрудничество с влиятельными лицами также может генерировать контент, создаваемый пользователями, и создавать социальные доказательства для бренда. Контент, созданный пользователями, добавляет аутентичности и побуждает других к взаимодействию с брендом. Очень важно соблюдать правила рекламы и обеспечивать прозрачность спонсорского контента. Раскрытие информации о партнерских отношениях и спонсорском контенте укрепляет доверие аудитории и позволяет избежать юридических В проблем. целом, маркетинг влияния может стать мощной стратегией повышения узнаваемости и вовлеченности бренда. Совершенно верно. Это динамичная и постоянно развивающаяся область, которая может принести брендам отличные результаты. Спасибо, что обсудили со мной маркетинг влияния, Анна. Это увлекательное направление для изучения. Добро пожаловать, Джон. Было приятно обсудить с вами эту тему. Давайте продолжим учиться и адаптироваться к новым маркетинговым тенденциям. Определенно, Анна. Непрерывное обучение и адаптация– ключ к успеху в постоянно меняющемся цифровом ландшафте. Урок 9. Приправляем ароматы. Они добавляют потрясающие ароматы. Мне нравится использовать специи в приготовлении пищи. Они действительно могут улучшить блюдо и сделать его более вкусным. Абсолютно. Специи способны превращать обычные ингредиенты в необычные блюда. Какие специи вы чаще всего используете в кулинарии? Я использую разные специи, но некоторые из моих любимых– тмин, паприка и куркума. Это отличный выбор. Тмин придает теплый землистый вкус, а паприка– нотку дыма. А куркума не только придает яркий желтый цвет, но и имеет множество преимуществ для здоровья. Это правда. Куркума содержит куркумин, который известен своими противовоспалительными свойствами. Удивительно, как специи не только улучшают вкус, но и обладают потенциальной пользой для здоровья. Абсолютно. Это все равно, что добавлять в еду дозу полезных свойств. Мне также нравится использовать корицу и мускатный орех в своей выпечке. Они обладают уютным и успокаивающим ароматом. Выпечка с корицей и мускатным орехом идеально подходит для приготовления теплых и уютных угощений. Да, это как объятие в виде десерта. Полностью согласен.
Специи обладают способностью вызывать эмоции и создавать незабываемые кулинарные впечатления. Экспериментировать с различными комбинациями специй может быть увлекательно. Это все равно, что отправиться в путешествие по вкусам. Не могу не согласиться с этим. Попробовав новые смеси специй, вы откроете совершенно новый мир вкусов и возможностей. Также интересно изучить специи, используемые в разных кухнях мира. Абсолютно. В каждой культуре есть свое уникальное сочетание специй, которые используются в приготовлении традиционных блюд. Используя разнообразные специи, мы можем расширить свой кулинарный кругозор и оценить мировые вкусы. Это все равно, что отправиться в кулинарное путешествие, не выходя из кухни. Именно так. Благодаря своим соблазнительным ароматам и вкусам специи способны переносить нас в разное место. Спасибо, что поделились своей любовью к специям, Анна. Приятно слышать, как они улучшают приготовление пищи. Добро пожаловать, Джон. Было приятно обсудить с вами специи. Давайте продолжим исследовать вкусы и экспериментировать с ними. Определенно, Анна. Давайте продолжим приправлять обстановку и создавать восхитительные кулинарные шедевры. Урок 10. Персонализированная пицца. Пепперони. Обожаю классическую пиццу с пепперони. Конечно, это популярный выбор. Но знаете ли вы, что мы можем персонализировать нашу пиццу? В самом деле, звучит забавно. Как их персонализировать? Мы можем выбирать из множества начинок, таких как различные сыры, овощи и даже уникальное мясо. Это захватывающе. Мне всегда хотелось попробовать разные комбинации. Какая твоя любимая начинка для пиццы? Мне нравится сочетание свежей моцареллы, помидоров черри, базилика и бальзамической глазури. Звучит очень вкусно. Мне нравится добавлять в пиццу грибы, сладкий перец и оливки. Приятно иметь разнообразные начинки на любой вкус. В этом прелесть персонализации пиццы. Абсолютно. Это позволяет нам проявить творческий подход и удовлетворить наши индивидуальные вкусовые рецепторы. Кроме того, персонализация пиццы может стать увлекательным занятием для встреч или семейных вечеров. Я могу представить, как все собираются вокруг, выбирают свои любимые начинки и вместе наслаждаются процессом. Именно так. Это добавляет интерактивный элемент в атмосферу ужина. Что касается соусов, вы предпочитаете традиционную маринару или любите пробовать разные варианты? Мне нравится экспериментировать с разными соусами. Иногда в качестве основы я использую песто или даже соус для барбекю. Это интересно. Обычно я предпочитаю маринару, но я готова попробовать новые вкусы. В этом и заключается дух. Все дело в изучении различных комбинаций и поиске новых фаворитов. Я согласен. Это похоже на кулинарное приключение прямо на нашей собственной кухне. Абсолютно. А самое приятное то, что мы также можем персонализировать корочку. Тонкая, толстая или даже фаршированная. Ах,
Кора очень важна. Она может приготовить или сломать пиццу. Я обычно предпочитаю тонкую и хрустящую корочку. Мне нравится немного более толстая корочка с мягкой внутренней частью и золотистой хрустящей снаружи. Удивительно, как корочка может добавить совершенно новое измерение в процесс поедания пиццы. Действительно, это основа, объединяющая все вкусы. Спасибо, что рассказали мне о персонализации пиццы, Анна. Не могу дождаться, когда смогу попробовать. Добро пожаловать, Джон. Получайте удовольствие, изучая различные начинки и наслаждайтесь персонализированной пиццей. Я так и сделаю, Анна. Давайте продолжим развивать наше кулинарное творчество и готовить вкусную пиццу вместе. Урок 11. Книжный клуб «Тайны». Мне тоже нравится читать тайны. Отлично. Загадки всегда не дают мне покоя. Они способны увлечь читателя и заставить его гадать до самого конца. Абсолютно. Острые ощущения от разгадывания подсказок и попыток разгадать тайну просто захватывают. Это все равно, что отправиться в приключение, не выходя из дома. Не могу не согласиться с этим. Сила хорошего детективного романа поистине удивительна. Вы читали в последнее время какие-нибудь интересные тайны? Да, недавно я закончил захватывающий роман под названием «Безмолвный свидетель». В нем было так много неожиданных поворотов. Звучит интригующе. Я обязательно добавлю его в свой список для чтения. Нам следует создать книжный клуб и обсудить наши любимые детективные романы. Это фантастическая идея. Было бы здорово углубиться в истории и обменяться мыслями. Вместе мы можем делиться рекомендациями и находить новых авторов. Рассчитывайте на меня. Мне не терпится исследовать мир тайн вместе с вами. Замечательно. Давайте назначим регулярное время встречи и выберем нашу первую книгу. Как насчет того, чтобы встречаться каждые 2 недели? У нас должно быть достаточно времени для чтения и обсуждения. Звучит отлично. А теперь о нашей первой книге «Как насчет унесенной девушки» Джиллиан Флинн. Я много слышала об этой книге. Она уже давно в моем списке для чтения. Отличный выбор. Это психологический триллер, который будет держать нас в курсе событий от начала до конца. Не могу дождаться, когда смогу погрузиться в это. Давайте откроем наш книжный клуб и вместе разгадаем тайны. Согласен. Этот книжный клуб станет захватывающим путешествием для нас обоих. Спасибо за предложение, Анна. Я с нетерпением жду наших обсуждений. Добро пожаловать, Джон. Это будет прекрасный опыт. Приятного чтения. Точно так же, Анна. Давайте погрузимся в мир тайн и насладимся приключениями в нашем книжном клубе. Урок 12. Контрактные права. Понятно. Я добавлю подробный раздел, описывающий эти права в контракте. Это мудрое решение. Важно иметь четкие и исчерпывающие условия защиты всех участников. Совершенно верно.
Контракты предназначены для установления прав и обязанностей, обеспечения справедливого и беспрепятственного сотрудничества. Точно. Включив конкретные положения, вы сможете решить потенциальные проблемы и избежать недоразумений. Какие ключевые права должны быть включены в контракт? Во-первых, права интеллектуальной собственности должны быть четко определены для защиты любых оригинальных работ или изобретений. В этом есть смысл. Очень важно определить, кому будет принадлежать интеллектуальная собственность, созданная в ходе проекта. Кроме того, следует учитывать право на конфиденциальность для защиты конфиденциальной информации, передаваемой между сторонами. Я согласен. Положения о конфиденциальности необходимы для поддержания доверия и защиты конфиденциальной информации. Другим важным аспектом являются право на выплату и компенсацию. Очень важно указать условия оплаты и любые дополнительные сборы. Совершенно верно. Обе стороны должны четко понимать, как и когда будет произведена оплата, чтобы избежать споров. И давайте не будем забывать о правах на увольнение. Важно установить условия, при которых любая из сторон может расторгнуть договор. Это очень важный момент. Четкие положения о расторжении договора могут помочь обеим сторонам выйти из соглашения в случае необходимости. Наконец, следует включить право на разрешение споров, чтобы описать процесс урегулирования любых разногласий, которые могут возникнуть. Хорошие замечания. Включение положения об урегулировании споров поможет сторонам найти решение, не прибегая к дорогостоящим судебным разбирательствам. В целом, хорошо составленный контракт с всеобъемлющими правами может стать прочной основой для успешного партнерства. Не могу не согласиться с этим. Оно определяет ожидания и защищает интересы всех вовлеченных сторон. Всегда полезно проконсультироваться с юристом, чтобы убедиться, что контракт охватывает все необходимые права. Совершенно верно. Юридическая консультация поможет обеспечить юридическую силу контракта и его соответствие вашим конкретным потребностям. Спасибо за инициативу по защите этих прав, Джон. Это свидетельствует о вашей приверженности честному и прозрачному сотрудничеству. Добро пожаловать, Анна. Я верю в важность четких контрактов и защиты прав каждого. Давайте продолжим работать вместе над его окончательной доработкой. Урок 13. Обращение за советом к эксперту. Я так и сделаю, а если мне понадобится помощь, я попрошу совета специалиста. Это разумный подход. Обращение за консультацией к эксперту поможет вам сэкономить время и принять более взвешенные решения. Совершенно верно. Иногда взгляд со стороны может дать ценную информацию и рекомендации. Важно понимать, когда нам нужна помощь, и без колебаний обращаться за помощью. Раньше я колебалась, думая, что должна во всем разобраться сама. Но я поняла, что обращение за советом– признак силы, а не слабости. Это отличный образ мышления. Эксперты обладают специальными знаниями и могут предложить решения, которые мы, возможно, не рассматривали. Именно так. Их опыт поможет нам справиться со сложными ситуациями и избежать дорогостоящих ошибок. Обращаясь за советом к эксперту, важно провести тщательное исследование и найти профессионалов с солидной репутацией. Согласовано.
Нам следует искать профессионалов, которые имеют опыт и послужной список успеха в своих областях. Кроме того, полезно подготовить конкретные вопросы или области, по которым нам нужны рекомендации, чтобы максимально эффективно использовать время эксперта. Это хорошее замечание. Четкое понимание того, в чем нам нужна помощь, может привести к более целенаправленным и ценным советам. И помните, что эксперты всегда готовы помогать нам, а не принимать решения за нас. Последнее слово в выборе наилучшего курса действий по-прежнему остается за нами. Совершенно верно. Их советы призваны помочь нам принимать обоснованные решения. Если мы будем обращаться за консультацией к эксперту непредвзято и с готовностью учиться, мы сможем получить ценную информацию и развиваться. Не могу не согласиться с этим. Обучение у экспертов– это непрерывный процесс, который помогает нам совершенствоваться и достигать поставленных целей. Так что не стесняйтесь обращаться к нам, когда вам понадобится помощь, Джон. Эксперты всегда готовы помочь вам в вашем путешествии. Спасибо, Анна. Я ценю твою поддержку. При необходимости я не забуду обратиться за советом к эксперту. Урок 14. Делимся традициями. И хотят поделиться со мной своими традициями. Это замечательно. Как это произошло? Что ж, я сказала им, что мне интересно изучать разные культуры, и они были рады познакомить меня со своими традициями. Это просто фантастика. Это отличный способ познакомиться с их наследием и углубить связь с ними. Совершенно верно. Я верю, что понимание и уважение к различным традициям могут способствовать взаимному уважению и укреплению отношений. Не могу не согласиться с этим. Только разделяя наши различия и принимая их во внимание, мы можем по-настоящему ценить разнообразие. Они пригласили меня присоединиться к ним на предстоящем фестивале, где они представят традиционную музыку, танцы и блюда. Звучит невероятно. Побывав на фестивале своими глазами, вы сможете познакомиться с их обычаями и праздниками. Я с нетерпением жду этого события. Они также сказали, что наденут традиционную одежду и будут рады одолжить мне что-нибудь. Прекрасный жест. Одевшись в традиционную одежду, вы сможете полностью погрузиться в праздничную атмосферу. Мне тоже не терпится научиться традиционным танцам. Они предложили научить меня нескольким шагам во время фестиваля. Это отличная возможность познакомиться с их культурой и попробовать что-то новое. Уверена, вы получите массу удовольствия от обучения танцам. Мне повезло, что у меня есть возможность воочию ознакомиться с их традициями и принять участие в их праздниках. Это действительно особенный опыт, Анна. Активно участвуя и проявляя интерес, вы налаживаете с ними тесные связи. Безусловно, Джон. Я верю, что, принимая и уважая традиции друг друга, мы можем создать более инклюзивный и гармоничный мир. Хорошо сказано, Анна. Именно с помощью этих культурных обменов мы можем преодолеть разногласия и укрепить чувство единства. Я благодарна за возможность учиться и делиться их традициями. Это полезный опыт, которым я буду дорожить. Наслаждайся каждым моментом, Анна. Ваша открытость и желание познакомиться с их традициями, несомненно, окажут положительное влияние.
Урок 15. Решение проблем, связанных с отменой рейсов. Еще один рейс. Простите, наш рейс отменили. Не могли бы вы помочь нам, пожалуйста? Конечно, позвольте мне проверить статус и посмотреть, какие варианты доступны для перебронирования. Спасибо, Анна. Это неожиданное изменение сорвало наши планы путешествий. Я понимаю это разочарование. Важно сохранять спокойствие и работать вместе, чтобы найти решение. Совершенно верно. Нам необходимо действовать на опережение и изучить альтернативные варианты достижения цели. Вижу, завтра утром вылетает еще один рейс. Подойдет ли это нам обоим? Да, это сработает. Давайте забронируем билеты на завтрашний рейс. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить нам место. Иногда из-за отмены бронирования количество мест может быть ограничено. Я ценю твою помощь, Анна. Приятно, что кто-то из знающих людей помогает нам справиться с этой ситуацией. Мне очень приятно, Джон. Я здесь для того, чтобы ваше путешествие прошло гладко, несмотря на все неудобства. Есть ли что-то еще, что нам нужно рассмотреть или предпринять дополнительные шаги? Всегда полезно уточнить у авиакомпании любую компенсацию или помощь, которую они могут предоставить в связи с отменой бронирования. Это хорошее замечание. Я обязательно свяжусь с ними и поинтересуюсь этим. Кроме того, важно отслеживать все документы, связанные с отменой бронирования, такие как посадочные талоны или электронные письма. Я запишу это на заметку. Документирование всего поможет нам, если нам понадобится предоставить доказательства или предъявить претензию позже. Отлично. И если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь в этом процессе, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо, Анна. Ваша поддержка и рекомендации были неоценимы. Я рад, что вы на нашей стороне. Мне очень приятно, Джон. Я здесь для того, чтобы у вас остались положительные впечатления от путешествия, несмотря на все трудности в пути. Мы ценим все, что ты для нас делаешь, Анна. Мы с нетерпением ждем возможности наконец добраться до места назначения. Уверен, что все получится. Завтрашний рейс поможет вам отправиться в путь, а скоро это будет просто небольшая неровность на дороге. Еще раз спасибо, Анна. Ваш профессионализм и помощь оказали нам существенную помощь. Урок 16. Кофеварка в миниатюрном доме. У меня есть хорошая идея. Я вижу кофеварку в миниатюрном домике. Она идеально подошла бы для нашей коллекции кукольных домиков. Звучит как прекрасное дополнение. Крошечная кофеварка придаст реалистичность нашему миниатюрному миру. Именно так. Представьте себе крошечные чашки кофе, которые мы можем подавать жителям наших кукольных домиков. Это оживит сцену. Мне нравится внимание к деталям. Удивительно, как такие маленькие предметы могут усилить общий шарм миниатюр. Все дело в том, чтобы создать ощущение реализма и передать суть повседневной жизни даже в миниатюрной обстановке. Я согласен. Именно небольшие штрихи делают мир кукольных домиков более интересным и захватывающим.
Мы можем разместить кофеварку на кухне вместе с другими мини-приборами, такими как плита и холодильник. Это станет уютным уголком в нашем кукольном домике. Я уже могу себе это представить. Мы могли бы даже создать сцену мини-кофейни с крошечными столиками, стульями и витриной миниатюрной выпечки. Это отличная идея. Это было бы очаровательное место для жителей нашего кукольного домика, где они могли бы собраться и насладиться чашечкой кофе. И мы можем спроектировать миниатюрную доску меню с различными вариантами кофе. Это будет похоже на настоящее кафе, но в миниатюре. Я просто в восторге от одной мысли об этом. Мы можем использовать миниатюрные аксессуары, такие как кружки, кофейные зерна и даже кассовый аппарат. Возможности безграничны. Мы можем дать волю своему творчеству и воплотить в жизнь нашу миниатюрную кофейню. И самое приятное то, что мы можем менять вещи в любое время. Мы можем переставить мебель и создать новые сцены. В этом прелесть кукольных домиков. Они позволяют нам постоянно исследовать и создавать разные мини-миры. Это прекрасное хобби, которое пробуждает наше воображение и внимание к деталям. Кроме того, это отличный способ расслабиться и расслабиться. Совершенно верно. Это успокаивающее и приносящее удовольствие занятие, которое позволяет нам окунуться в мир миниатюр. Не могу дождаться начала работы в нашей кофейне в кукольном домике. Это будет прекрасное дополнение к нашей коллекции. Я тоже с нетерпением жду этого, Анна. Давайте соберем все необходимые материалы и оживим нашу миниатюрную кофейню. Согласовано. Это будет интересный и креативный проект. Я уже могу представить себе улыбки на наших лицах, когда он будет завершен. Не могу не согласиться, Анна. Жителей наших кукольных домиков ждет угощение в собственной кофейне. Урок 17. Изучение нового района. Привет! У вас была возможность исследовать наш новый район. Здесь так много интересных мест, которые стоит открыть для себя. Да, я гулял по окрестностям. Это довольно очаровательное место с уникальными магазинами и красивыми парками. Приятно это слышать. Мне не терпится исследовать его вместе. С чего нам начать? Как насчет того, чтобы начать с местного парка? Я слышала, что здесь есть прекрасные пешеходные тропы и небольшое озеро. Отличная идея. Это будет освежающий способ насладиться природой и одновременно заняться спортом. Определенно. Кроме того, мы можем встретиться с некоторыми из наших новых соседей, которые также могут воспользоваться услугами парка. Это хорошее замечание. Общение с соседями поможет нам чувствовать себя в сообществе как дома. После парка мы можем заглянуть в близлежащую кофейню. Я слышал, здесь подают вкусную выпечку. Похоже на план. Изучение окрестностей было бы неполным без уютного места для кофе и угощений. И это отличная возможность поддержать местный бизнес и познакомиться с колоритами сообщества. Совершенно верно. Важно погрузиться в местную культуру и воспользоваться уникальными предложениями. Я также заметил книжный магазин прямо за углом. Возможно, его стоит посетить таким любителям книг, как мы.
Не могу не согласиться с этим. Книжные магазины позволяют переносить нас в разные миры и расширять наши знания. И кто знает, возможно, мы наткнемся на скрытую жемчужину или книжный клуб, где сможем встретиться с другими книжными любителями. Это было бы просто замечательно. Налаживание связей и дружеских отношений в сообществе– это то, что нам следует уделять приоритетное внимание. Кстати, о связях я увидела неподалеку общественный центр. Они часто организуют мероприятия и семинары. Нам следует проверить их расписание. Это прекрасная идея. Участие в общественной деятельности поможет нам познакомиться с людьми со схожими интересами. Все дело в формировании чувства принадлежности и укреплении прочных общественных связей. Совершенно верно. Наш новый район может многое предложить, и мы должны воспользоваться этими возможностями. Мне не терпится погрузиться и исследовать все, что приготовил для нас этот район. Я тоже, Анна. Давайте проведем здесь время по максимуму и создадим незабываемые воспоминания в нашем новом сообществе. Вместе мы откроем для себя скрытые сокровища, познакомимся с замечательными людьми и сделаем так, чтобы в этом районе вы почувствовали себя как дома. Я не мог бы сказать это лучше. Впереди новые начинания и бесконечные приключения в нашем новом районе.